Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить такому очень капризному овощу, который любят практически все. Насекомые, всякие червячки, букашки. Это капуста, я думаю, вы догадались. Здесь у меня растет поздняя капуста, тут несколько сортов, но я сделала ей сюрприз. Я посадила ее в виде совместных посадок. Что я ей предложила? Предложила петрушку, причем два вида петрушки, кучерявая и обычная, листовая петрушка. Предложила 3 вида салатов, кинзу, шпинат. И во всем этом она растет как королева. Это начало процесса. Это та же капуста 3 недели назад в рассаднике. По соседству постоянные жители: капуста брокколи и пекинская, красная, с антоцианами. Кстати, о них я скажу несколько слов в этом видео. Сейчас буду пересаживать рассаду белокочанной капусты на постоянное место, на подготовленную грядку, которая уже немного занята. Она здесь рядом. Там растут разноцветные салаты: шпинат, кориандр, укроп и горох. А вот и трофей – огромный капустный жук, вернее кравчик-головач. Жук, который относится к семейству навозники, землерои. В народе его называют кравчиком или стригунцом, поскольку он подстригает растения на своем пути, в том числе и рассаду. Готовится обедать моей рассадой капусты. Ну что ж, надо сделать так, чтобы его планы не осуществились. Все, капуста посажена, польем, укроем агроволокном на несколько дней, пусть приживается. Хочу вам сказать, что эту капусту я высаживала из рассады. Посадила я ее в начале июня. Вот посмотрите, какого она уже размера. Тут она себя чувствует прекрасно. Букашки, таракашки, которые ей угрожали, теперь ей не страшны, потому что вокруг пряные растения, которые помогают ей защититься от этих укусов, от этих кровососущих насекомых, которые досаждают капусте практически весь сезон ее вегетации. Давайте посмотрим, как она выглядит в таком окружении, как она себя чувствует и насколько она будет хорошо плодоносить буквально через пару месяцев. Моя капусточка растет вместе с антоциановыми салатами.
Я думаю, что вы знаете, что такое антоцианы. Ну, буквально в двух словах расскажу. Антоцианы – это такие вещества, которые дают окраску в фиолетовом тоне овощам, фруктам. Я высаживаю много таких овощей. И красную капусту, и красные салаты. Чем ценны антоцианы? Это вещества, которые помогают вам бороться с воспалительными заболеваниями. Если вы будете включать их в свой рацион, я думаю, что никакие антибиотики вам не понадобятся. Вот здесь в посадках совместных капусты есть такие салаты, которые окрашены с помощью антоцианов. Они имеют красную фиолетовую окраску. Сейчас они прямо в самом соку, и лучше кушать такие овощи в свежем виде. Термически их не обрабатывать. Это будут самые полезные овощи на вашей тарелке. Зачем растениям антоцианы? Антоцианы – это гликозиды, другими словами, особые сахара, которые отвечают за яркие краски растений, цветов, овощей, фруктов. Растениям они нужны для привлечения насекомых, опылителей и как средство защиты. Овощи и фрукты с большим количеством антоцианов – лучшие друзья для лечения и профилактики диабета второго типа. У тех, у кого в рационе много фиолетовых живых овощей на тарелке, риск развития диабета минимален. И с гипертонией антоцианы справляются не хуже, чем препараты для понижения давления. Так что я очень рекомендую, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ваш огород должен быть посажен в фиолетовых тонах. Капуста сейчас активно развивается, а совмещенные посадки с кинзой, сельдереем, петрушкой, другими ароматными травами из семейства зонтичных помогут защитить этот овощ от надоедливых сосущих насекомых – тли, белокрылки, блошки, моли. Именно эти насекомые наносят самый большой вред капусте, начиная с середины лета и до его самого конца, пока не похолодает. Поэтому, если есть такая возможность, посадите рядом с капустой ароматные растения, которые будут отпугивать этих насекомых. Кроме кориандра, то есть кинзы, хорошо работают совместные посадки, в которых есть лаванда, табак. Рядом с капустной грядкой, чтобы защитить капусту от тли и белокрылки, можно посадить и тысячелистник обыкновенный. В Украине его называют деревій. Но главное правило в борьбе с тлей и белокрылкой – прежде всего следует убрать крестоцветные овощи и сорняки, такие же крестоцветные, на которых размножаются эти вредители. Это может быть редька, репа, пастушья сумка, грицики, хрен, все та же горчица. Какие народные средства помогут избавиться от тли? Моли, блошки, белокрылки на капусте. Из подручных народных средств для борьбы с тлей и белокрылкой я использую отвар из порошка горчицы. Вот схема обработки капусты от насекомых вредителей. 30 грамм 2 столовые ложки горчичного порошка надо залить 1 литром кипятка, настоять 3 дня, а затем довести объем до 10 литров, то есть 1 ведра, и опрыскать капусту рано утром или вечером. Горчичное масло содержит жгучие вещества – изотиоцианаты, которые под воздействием воды начинают выжигать личинки тли, блошки и белокрылки, а под воздействием собственных ферментов горчицы еще начинают выделяться сернистые соединения, то есть соединения, в которых есть сера. Они-то и помогают спровадить вредных насекомых с капусты. Еще один хороший помощник в борьбе с тлей и белокрылкой – тысячелистник обыкновенный. Вот схема для обработки капусты от насекомых вредителей. 800 грамм сухого тысячелистника, деревия, надо залить 2 литрами кипятка, через 30-40 минут долить еще 8 литров воды и настоять 2 суток. После этого процедить, добавить 20-40 грамм хозяйственного мыла в качестве прилипателя и опрыскивать капусту от сосущих насекомых, от той же надоедливой тли и белокрылки, ранним утром или поздним вечером.
как говорят, пока все сосущие дома. Ну, а чтобы спокойно спать, после такой обработки я все-таки рекомендовала бы снова укрыть белокочанную и другие виды капусты, которые вы выращиваете, белым агроволокном небольшой плотности, пока не начнутся прохладные ночи в начале осени. Агроволокно и от белокрылки с тлей защитит, и от мерзких гусениц, которые впоследствии, будто бы под воздействием волшебной палочки, превращаются в красивых бабочек. И воду существенно сэкономит агроволокно, не говоря уже о силах и о времени, которых требует уход за капустой. Ну что ж, я надеюсь, что видео было для вас интересным, познавательным. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Это очень важно для развития канала. До скорой встречи!